Я думаю, вы прекрасно узнали этот риф. Это знаменитый риф Маркуса Миллера из его композиции «Детройт». И я его сыграл здесь не случайно, потому что Маркус Миллер известен тем, что он всю жизнь играет на бас-гитарах компании Fender. И сегодня у нас на обзоре Fender Jazz Bass серии Player производства Мексика. Всем привет! Вы на канале Guitar Lab, с вами реальный басист. Погнали! Ну и продолжаем тему Маркуса Миллера. Как известно, он преимущественно играет слэпом, и слэп, мы прекрасно знаем, звучит очень хорошо на обоих датчиках. Поэтому вот сейчас я выкрутил оба датчика на максимум, тон у нас полностью открыт. В принципе, мы все знаем прекрасно устройство джаз-баса. Здесь у нас отдельная ручка каждого датчика и тон. Никаких больше других скрытых фишек здесь нет, все крайне просто. И давайте послушаем этот инструмент слэпом. А теперь давайте выкрутим тон на минимум и также уберем нековый датчик, оставим только бриджевый, и мы получаем традиционный звук великого Пасториуса. Как известно, он тоже играл на джаз-басе, только безладовом, и его как раз характер звука был обусловлен использованием бриджевого датчика с убранным тоном. Ну и вот парочка его знаменитых рифов. Ну, первый, я думаю, вы сразу узнаете, это Chicken. А вот этот риф напишите в комментариях, из какой он песни. Если вы думаете, что на джаз-басе играют только мягкие стили, такие как джаз, фанк и поп-музыка, это не так. Очень часто на подобных инструментах исполняют также и тяжелую музыку. Один из самых ярких примеров — это басист Тим Коммерфорд. Это басист группы Rage Against the Machine, которую все вы прекрасно знаете. Он первый альбом записал на Music Man Stingray и затем перешел на джаз-бас, и практически все топовые хиты записал именно на джаз-басе. Он прекрасно вписал этот инструмент в тяжелую звуковую палитру своего коллектива. И давайте послушаем, как этот инструмент звучит с перегрузом. Я, кстати, люблю использовать для этих целей, именно для тяжелой музыки, нековый датчик преимущественно. Ну, естественно, тон надо тоже открыть на максимум. Ну и никто не мешает на этом инструменте также играть, например, панк-рок. Я думаю, что он отлично впишется в панк-рок микс при игре медиатором. Ну и коротко я вас познакомлю со спецификацией этого инструмента. Корпус сделан из ольхи, гриф клен, накладка Pau-Ferro. Гриф крепится у нас на 4 болтах. И также здесь установлены синглы серии Fender Player Alnica 5. Друзья, я думаю, вы сами убедились в универсальности этого инструмента. Джаз-бас — это классика, которая подходит совершенно для разнообразных музыкальных стилей. Напишите, кстати, в комментариях, кто ваш любимый басист и в каком жанре он играет, используя Fender Jazz Bass.
этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. С вами был доктор басологических наук. До скорых встреч. Пока. И тогда и речь, я скажу фразу. Я видео запись, да. Угу. Прям называю, если по возможности песни, если знаешь и помнишь. И хочешь сказать. Нет, запись. 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 Запись дубля. Запись дубля. Запись дубля.